Так, всем привет. Буду начинать новую торговую сессию. Это вторая торговля за сегодня. Так, давайте подготовлю стакан быстренько. Подкрываю, посмотрим, какие монеты сейчас ходят. И постараюсь найти закономерности, в которых я понимаю, чтобы их отторговать. Так, давайте сразу быстро по объему открою. Здесь, скорее всего, будут стандартно биток, эфир, солана. И вот, кстати, монетка Home еще сильно падает. В первой половине дня я ее торговал. Возможно, она у меня еще и открыта осталась. Да, вот. Есть. Так. Что мы здесь видим? Было накопление, пробили вверх. Сейчас мы весь этот рост, скажем так, падаем. Его уже вкатали. Посмотрим. Так, и откроем еще по скринеру, посмотрим, какие монеты еще сейчас ходят. LQT, LQT какая-то. Давайте я ее добавлю. LQT. Есть. Довольно сильное движение. В процентах это 6%. На часовике мы видим, что это был какой-то прострел после сильного снижения цены. И сейчас мы остановились, скажем так, на максимумах. Дальше что у нас еще ходит? Монетка А. Просто какая-то стоит. А я даже такой монеты не видел. Это не новая случайно? Давай я попытаюсь добавить. Что это за монетка? Реально просто А? Ну ладно. А. USD. А, вот она есть. Я просто никогда ее не торговал. Это, возможно, относительно недавно она появилась. Ну да, кстати, вот на часовика мы можем увидеть все ее истории. Так, мы видим, что она сильно падает. Сильно упала, и сейчас небольшой откат. В принципе. Тут неоднозначная ситуация. Глобально она падает. Так что шортистов в теории должно быть больше. Но мы видим, вот было какое-то резкое снижение, и сейчас немножко как бы его пробили. Поэтому, возможно, здесь и начинают в лонги заходить. Но нет каких-то определенных накоплений, на которых бы я сказал, здесь больше каких трейдеров, лонгистов или шортистов, поэтому пока мы эту монетку торговать не будем. Вот еще прикольная монетка Мерл. Мерл. Давайте я ее открою. То она мне больше в шорт понравилась. Хотя вот почему мне понравилось в шорт, так как я подумал, что все это падение выкупили и люди заходили в лонги. Но при этом вот это все движение, вот это все, которые мы стоим на месте, она как бы намекает, что здесь можно зайти в шорт с маленьким стопом и потенциально взять большое движение вниз. Поэтому я не особо хочу здесь пока шортить. Пока есть вариант, что мы станем в ту сторону, куда торгует большинство трейдеров. А как мы знаем, большинство трейдеров теряют деньги.
А еще монетка аниме в топе. И немножко, но она плавно как-то двигается. Давайте я ее открою. Ну да, просто плавное движение вверх. На часовике мы особо... Ну, еще не дошли там до какого-то уровня. Хм. Сколько вот здесь еще процента не было? Да, она пока не очень волатильная. Весь вот этот рост процента 2, наверное, да? Ну, почти 3. А он длился сколько по времени? Полчаса. За полчаса пройти 3%, при том, что он идет практически безоткатно в одну сторону, это очень, очень слабое движение, как по мне, сравнительно с теми, которые я торгую обычно. Так. Тут мне нравится, но нужно собрать еще чуть больше информации, как мне кажется. Что-то сейчас не очень много интересных ситуаций. Скейт, какая-то монетка еще есть. Давайте открою, посмотрю. Было резкое падение, цена остановилась снизу. Но как по мне тут... Как по мне тут в лонг нужно брать. Да, вот здесь зайду. Сейчас я объясню логику, почему я зашел на этом моменте. Да, довольно неплохое место, примерно процент движения взять, это перехай. Кстати, на пробой 4 центов можно было бы закрыться. Так что вот так пока. Сейчас объясняю, как я увидел вот эту ситуацию. Мы двигаемся просто только по одному сценарию. Падение, накопление, падение, накопление. Нету никаких прострелов как будто вверх. И вот здесь просто накопление. Шанс того, что здесь люди торгуют именно вот здесь, начнется разворот, именно вот здесь начнется какой-то пробой, как мне показался, крайне мал. Давайте я даже еще на чуть больше объем зайду здесь в этой сделке на повышенный объем. Рискну 2-4 долларами, но потенциально такой же Profit X2 возьму. И зашел я в дополнительный объем только потому, что дали возможность лучшей точки входа. Как мне кажется, если начнется реальное движение вниз, то нам зайти в шорты не дадут такой возможности. Скажем так, как вот здесь начинался резкий рост. Он просто, это, кстати, минутка. Это минутной свечой весь вот этот рост просто вы продали. Тут также было просто какое-то накопление, минута-две. Все, мы все выпродали. А вот здесь, вы видите, начинаем поджиматься, как-то поджиматься, то есть дают возможность зайти в шорт. Если нам дают такую возможность, то мне кажется, трейдеры, которые захотят словить здесь нисходящее движение какое-то, в шорты зайти, они это сделают. Плюс тут особо нету какой-то... Тут можно зайти в лонг, в принципе, с относительно небольшим стопом, но большую часть времени мы держались наверху. То есть, чтобы зайти в лонг, нам пришлось бы процента 1,5. Это уже чуть больше среднего. Как мне кажется, большинство трейдеров стараются
процент примерно брать take профита, ну, точнее, стоп-лосс ставить. Take профит 1 к 3 по всем стандартам, по всем правилам теханализа большинство торгует. Поэтому, как мне кажется, в принципе, вот здесь заходили шортисты чисто на повтор сценария, который был перед этим вот все время. Если большинство заходили в шорты, где они ставили стопы? Или за перехай, вот за 40-12, либо же за круглое число 40 просто. Так что примерно вот в этом диапазоне я бы закрывал свою сделку в take profit. Я же говорю, тут вижу несколько сценариев, что мы пойдем вверх, и только один сценарий, что пойдем вниз. Те, которые более вероятны, скажем так. Если мы реально будем идти вниз, это только быстрым, резким движением, не дая возможности зайти в шорт. Так, и сейчас выставлю take profit. Наверное, я буду закрываться, если дадут мне такую возможность, просто на пробой круглого числа 40к, точнее 4 центов. Вот тут. Вот видите, как-то мы вроде сейчас идем вниз, потому что я вижу, но это не очень быстрое движение. Сейчас вполне можно зайти. Те, кто следят за рынком, они спокойно могут зайти, есть такая возможность. Но вот, кстати, уже началось чуть более резкое движение одно, но надеюсь, меня не заберет на вот этом каком-то нисходящем канале. Есть небольшой вариант, что они могут собрать стопы вот здесь. Примерно, кстати, мой стоп-лосс тут, но я его не прятал за минимум. У меня он просто по процентных соотношениях, скажем так, в 1%. Он просто так получилось, что стал вот за этот минимум. Могут захотеть собрать их и потом уже пойти вверх. Но будем надеяться, что этот сценарий не сработает. Потому что будет жалко получить убыток и увидеть рост к take профита. Но в любом случае, даже если этот сценарий окажется верным, то я эту сделку посчитаю правильной, так как сценарий полностью отработает. Просто сработает, скажем так, как случайность против меня, или я не знаю, как это назвать. Так, пока посмотрю быстренько другие монетки. Здесь просто плавное падение вниз. Но здесь я не хочу торговать. Тут мне вот эта ситуация особо не нравится. Я ее описывал чуть раньше, свои мысли по этому поводу. Так, здесь просто также не особо мне нравится. Вот это, кстати, привлекает меня вот эта ситуация. Но нужно, тут тоже есть неопределенность. Был прострел вверх. Сейчас, ой, был прострел вверх. И после этого мы немножко откатились, вроде что-то откупили и просто стали на месте. Как будто бы нужно с этого накопления какой-то выход. Желательно плавный, чтобы дали возможность зайти. Если плавно начнет двигаться вниз, то уже немножко страха будет, что дальше мы не пойдем. Либо же если вверх, то также будет такое чувство, что может продолжиться рост вверх и могут заходить. Поэтому я бы здесь немножко подождал, и тут меня закрыло резким импульсом, к сожалению. Я надеюсь, меня не размазало и закрыл. Ой, сейчас я посмотрю. И надеюсь, закрыло. Меня размазал, блин. Я поставил 2,5 стоп-лосс, а закрыло на 3,5 почти. К сожалению. Ладно. Похоже, здесь я ошибся, и люди все-таки перезаходили в лонги.
Так, все, эту монету я торговать больше не буду, потому что я уже начинаю додумывать как-то, может, что сделать. А по моим правилам, если я словил минус, я торговать эту монету больше не должен. Начал я вообще сегодня со 122, сейчас 120. На эту торговую сессию я начал со 123, минус 3 доллара сейчас, но в целом пока минус 2 доллара за день. Это не очень приятно, но в рамках риск-менеджмента. Поэтому смотрю эту ситуацию. Пока больше всего я еще слежу только за этой монетой. Остальные мне не особо нравятся. А что тут в процентах? Я смотрю, это прям очень много в процентах ходит. Да. Я как-то на это внимание не обратил. Я подумал, тут очень маловолатильная, скажем так. А она просто 2% ходит в минуту. Возможно, я здесь бы шортил, если бы это видел. Но опять же, это не точно. М, Меня открыло или нет? Все открыло. Процент. Я хочу взять здесь процент. 3,8, 3,8, кстати, красивое число. Процентное движение вниз. Кстати, немного. 31, пробой 31. О, блин, тут еще даже один. Я не видел этот фактор, что круглое число. От него любят, точнее, часто от круглых чисел люди любят ставить за ними стоп-лосс и торговать от них. Поэтому, как мне кажется, довольно хорошая возможность пробой 31 поставить take profit. 1 к 1 примерно стандартный, где-то доллар. Доллар 20 стоп-лосс, доллар 20 take profit. Здесь я еще заходил с логикой на том, что обычно при резких каких-то падениях всегда были, ну, типа как откаты, остановки. И на этом люди могли перезаходить. Те, которые заходили вот в этом накоплении, был резкий импульс, их вывело, и цена остановилась. Тем самым дая возможность зайти и словить какой-то небольшой откатик. Но здесь это, кстати, да, сделка закрылась в прибыль. Но здесь это такой был, как не очень явно, и я даже не уверен, что это основная логика входа была. Потому что здесь не уверен. Возможно, это была плохая сделка. Нужно было чуть больше подождать или собрать информацию. Она мне уже как... Да, она закрылась в профит, но почему-то мне не нравится, что я не могу сформулировать четко, почему я в нее вошел. Есть какие-то признаки, скажем так, косвенные, которые в общем играли мне на пользу, там круглое число, какой-то резкий импульс в мою сторону, но прям четко сформулировать и обосновать точку входа тяжело. Так, тут у нас... Стоп. Это ж я не вот эту монету торговал. Нет, вроде. Все, я просто не хочу заходить в ту монету, в которой я словил убыток. Вот здесь я и хотел, чтобы какой-то резкий, не резкий, а плавный был выход вверх или вниз. Но я хотел, чтобы это было чуть порезче, потому что вот это как будто не очень уверенный рост. Типа основная логика была плавного выхода с накопления только в том, чтобы появилось ощущение,
что дальнейшее движение продолжится. А сейчас я смотрю, и тут особо нету как бы уверенности, что мы сейчас не будем, будет какой-то откат, либо вкат. Типа нету прям сильного желания лонговать. Поэтому тут-то пока нужно еще подождать, пока сформируется какая-то определенная ситуация. Но глобально даже не знаю, что здесь ждать, поэтому не буду и предполагать. Хм. Так, что мы здесь видим? Цена подошла к какому-то уровню, и мы тут остановились. Хм. Ладно, тут также не знаю. Так, давайте открою еще раз скринер. Возможно, какие новые монетки начали идти. Вот Боб. Монетка Боб стала в топе. Давайте откроем Боба. Боб. Она тут просто падает. Безоткатно. На часовике мы видим как бы какой-то подход к небольшому такому уровню. И, в принципе, кстати, вот здесь уже начинает набирать первых лонгистов, ловить те, кто пытается взять небольшие откаты. Зайду здесь на уменьшенный объем, скажем так, просто чтобы взять подальше, поставить. Подальше поставить стоп-лосс. Так как мне кажется, здесь можно словить по движение по длине примерно процента 2, где-то так. Но для этого нужно время и посмотреть, как дальше ситуация будет двигаться. Так, давайте тут у нас пока еще стоит на месте, здесь ничего интересного. Я хотел, наверное, какую-то неинтересную монетку. Вот, наверное, вот, блин, хотя это сильно двигается. Вот, наверное, на место вот этой. Просто подкрывать по топу, скажем так, по топу в процентном соотношении. Посмотреть, как ходят монеты. Хамстер начал падать. Минус 50% за пару дней дал. Кстати, мы зашли по монетке, а она топ-1 по росту считается. Кстати, вот этот боб, вот этот график, эта монета сегодня топ-1 по росту. Прикольно. Это что у нас такое? Просто цена росла, а потом просто пошла вправо. Но тут нужен сильный распил. Тут нужно выбить и в одну сторону, и в другую. Поэтому сколько в процентах? Не, ну тут нужно шортить, как мне кажется. Возможно, даже на чуть больше объем зайти.
Давайте на немножечко больше, чтобы take profit у нас был чуть в лучшем месте. Сейчас я объясню здесь логику входа. Вот тут. И выставлю take profit в монетках. 3253. Так. Примерно вот за вот этот минимум какой-то. Ну, тут все накопления, понятно, мы не поберем, но какой-то 1% своего. Нет, а тут должен быть, кстати, нормальный откат. Возможно, даже побольше взять. Или не наглеть и взять только свою, скажем так, маленькую часть. Но тут, чтобы все вот это накопление побрить, тут нужно большое движение вниз. Давай так 45,83 поставлю, а потом на 84 или 82, вот так примерно. А потом посмотрю по ситуации. Сейчас быстренько вот эту монету. Тут начался какой-то небольшой откат, но в принципе я это допускал такую возможность, поэтому и заходил на меньший объем. А вот здесь, а вот здесь. Так, объясню, почему мне кажется, что сейчас в первую очередь мы пойдем собирать стопы снизу. Потому что, в принципе, во-первых, график растет, в принципе, лонгистов больше. Типа большинство трейдеров торгуют по тренду, а не против тренда. Также были вот такие небольшие прецеденты. График вырос, остановился, выстрел. Остановился, выстрел. Тут остановился и, в принципе, как мне кажется, как минимум в первое время. Ну, это вот это, тут уже это побрили, тех, кто заходил в лонги. Но, как мне кажется, тут заходило много трейдеров на то, что мы также постоим и дальнейший прострел будет вверх. Плюс также фактор вот это было как бы пробоя, скажем так, вот накопления. График как будто начал идти вниз, но при этом дальнейшее движение вниз не последовало. После этого мы его выкупили сильно. И если мы действительно захотели пробивать максимумы, скажем так, пробивать вверх, то вот это накопление в теории не должно быть. Мы просто выстрелили, там я не знаю, где стопы стоят в этого накопления, был бы сильный рост, и только после уже как бы график двигался в какую сторону. Короче, я думаю, если бы реально вы захотели пробивать вверх, накопление вот этого, в котором с большей долей вероятности люди заходят в лонг, потому что вот здесь вообще нету желания как бы шортить. Лично у меня и мне почему-то кажется большинство. Так как мы выкупили все падение, и цена начинает поджиматься вверх, как будто сейчас в любой момент мы можем выстрелить вверх. Мне кажется, на этом множество трейдеров заходят в лонг. Поэтому с этого моментика процентное какое-то движение вниз спокойно вот на перелов вот этих вот монеток может быть. Так, а вот эта сделка меня закрыла здесь, да? Да. Тут-то я получил стоп-лосс. Так, ну, в принципе, да. Я тут мало и проанализировал, не захотел ждать, собирать больше информации, решил бы зайти заранее с меньшим стопом, попытаться взять какое-то большое движение, но его не последовало, просто меня закрыли по стопу. Ладно, ничего необычного в этой сделке нету, просто, наверное, я здесь не дождался.
У нас монетка Кейк сделала небольшое движение. Ну и Боб. Боб вот это прострелил, но Боба мы теперь торговать больше не будем, так как у меня там минусовая сделка первая была. Так, тут мы посмотрим. Пока сейчас просто посмотрю, какие монеты в топе по росту, по падению. Но, скорее всего, прямо сейчас я не вижу, чтобы что-то летело. Мы так в каких-то накоплениях сидим. Ладно, давайте просто дождемся результата по вот этой монете. Мне хочется здесь докупиться, зайти чуть на больший объем, но... Ладно, так и сделаю. Так, главное мне не превысить риски на день. У меня риск еще $3. Но я не должен заходить... Я не должен заходить на очень большие суммы. Тут у меня примерно где-то $2 или 1,5 профит. $2. Отлично. Я замечаю еще такую закономерность, что если я открылся день и первые сделки у меня не пошли на первой торговой сессии, то чуть позже я начинаю заходить на какие-то больше объемы, чуть больше пытаюсь иногда взять движение, но как будто вроде под контролем все, я не нарушаю, но при этом все же, ну, по моим действиям видно, что хочется вернуть тот небольшой минус, который там в сделке в двух я взял. Поэтому, возможно, стоит ввести как бы еще одно правило в торговле, при котором я не буду брать и добавляться. Типа, если у меня есть стандартный стоп-лосс, стандартный take-profit, даже если я вижу, что цена очень хорошо идет и, в принципе, весь сценарий отыгрывает по плану, возможно, мне не нужно такие монеты больше заходить. Заходить на больший объем. Вот так вот. Наверное, так и сделаю с этого дня. Постараюсь максимум одно, наверное, добавление. Ну, типа, чтобы прям полностью не отказываться, возможно, этой полезной функции. Хотел бы, чтобы хоть раз, например, за день, даже не за торговую сессию, а за день, можно было зайти на чуть больше объем. Ну, это нагадывает мне то, как я перезаходы добавлял. Я разрешил себе один перезаход, но если я уже разрешил один, то я через время потом еще раз перезаходил. Это на меня не сработало. Поэтому, возможно, если заходить на стандартный объем, то только на стандартный. Посмотрим.
Так, пока у меня риск $2,5. Максимальный, который я могу себе позволить, это, кстати, примерно такой же с учетом комиссии. Так что я могу сейчас максимум зайти на 1/3 своего стандартного объема. Даже на стандартный объем нельзя заходить, так как есть вариант, что это превысит риск на день. Вот так вот. Будем ждать результата по вот этой сделочке. Так как особо сейчас я никакие монеты не могу заходить. Максимум на малюсенькую часть. Наверное, скорее всего, просто дождусь результата этой сделки. Если будет какое-то вот здесь еще небольшое остановка движения, то и вот на эту маленькую часть зайду примерно вот здесь. Нам не нужно не вот такие импульсные свечи, которые как сейчас происходят, а прям остановочка, примерно как была вот здесь. Ну, скорее всего, такой длинной она уже не будет, но хотя бы 2-3 минутки можно постоять. Так, наверное, пока сделка эта открыта, я буду так посматривать, но просто сейчас лягу и что-то в телефоне посмотрю, отвечу на смс, пока эта сделочка открыта. Буду ждать. Это было чуть быстрее, чем я думал. Ой, так, 17, да? В принципе, да. Спросите, зачем я снова перезашел? Я ж только вчера говорил, что нарушать не буду. За 47 у меня стоит тейк стоп-лосс. Я готов уже рискнуть. У меня стандартный стоп-лосс на день $5. У меня уже в этом нарушении $4 уже заложен потенциальный еще один стоп-лосс. То есть я практически рискую еще одним днем торговли. Так, выбили ли тех, кто хотя бы здесь стоял? В принципе, ну, процент движения было. Я не знаю, как мне не перезаходить, не пытаться отбивать. Я в этой сделке был на повышенный объем или нет? Да. Я за $2 у меня было здесь стоп-лосс 2,5. Скорее всего, нужно будет просто не заходить
на повышенные объемы. Это будет чуть больше сделок, при этом я буду не так сильно, скажем так, волноваться. Я, в принципе, не волнуюсь, как там за $2 или еще что-то. Мне больше перезахожу из-за того, что мне жалко времени, скажем так, м, которое мне нужно будет, чтобы отбить вот эти все повышенные объемы, наверное, даже так сказать. Хотя я понимаю, что если я нарушу, я все равно потрачу на это больше времени, но это немножко так не работает. Все, поставил take profit. Фу, туда же там, где он и был перед этим. Но, не знаю, сам собой недоволен. И при этом все равно нарушаю и захожу в такие моменты в сделку. Так что полностью она закроется, а я буду думать. Я, скорее всего, добавлю тайм-код, когда она закроется, так что просто в описании можно будет посмотреть.
Так, меня слышно, вижу здесь подходит к закрытию. Решил посмотреть на это. Надеюсь, тут не будет какого-то затяжного еще боковика дальше. А просто импульсом закроет меня. Но все может быть. Могут еще немножко набрать лонгистов. А могут и сейчас прям меня закрыть. Я хотел руками закрыться, я даже нажал уже заявку, но цена просто отскочила. Все, закрыл, нормально. Фух. Так, эту торговую сессию я начал со 123, дошел, кажется, не, или со 121, со 121, если я не ошибаюсь, дошел до своего лимита на день в 117, и сейчас у меня 123. То есть фактически эта торговая сессия в плюсе. У меня перед этим прошлая сессия была аналогична. Там, кажется, прошлое видео это плюс $1. Там я также дошел к лимиту. Не, нужно прям очень обдумать свои именно правила. Еще важнее, как их придерживаться. Потому что мне повезло уже 2 раза. Я мог сейчас сидеть, там $105. Это ненормально, 15% слить, когда у меня риск 5. Ну ничего. А я это преодолею. Преодолею.